При подготовке этого видео я попытался найти в интернете хоть какую-нибудь похожую информацию для того, чтобы как-то скорректировать, может быть, что-то добавить или что-то убрать из своего видеоролика. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, кроме методички Баскакова по перевозке сжиженных газов морем и каких-либо переводов сектошного мануала, в интернете я не нашел. Ну, может быть, это даже и к лучшему. Значит, информация, которая будет содержаться в этом и последующих видеороликах, в какой-то мере будет являться эксклюзивной. Итак, тема сегодняшнего видеоролика — применение судовых компрессоров. Привет, с вами Артур, и это канал Записки судоводителя. Канал, где вы найдете много интересных видеороликов для нашей с вами профессии. И сегодняшний выпуск будет посвящен рубрике «Грузовые операции». Не переключайтесь, будет очень интересно. В прошлом видеоролике мы с вами разобрали принцип работы судового компрессора, выяснили, что компрессор нужен для того, чтобы отобрать энергию от груза, либо придать энергию грузу. И именно сегодня мы как раз таки и поговорим о том, как же это будем мы использовать в наших технологических операциях. И поговорим мы сегодня о применении судовых компрессоров на судах LPG. Сразу же возникает вопрос, почему я останавливаюсь именно на LPG и не говорю о судах LNG. Все здесь очень просто, потому что суда LNG настолько сложные и все технологические процедуры на них прописаны досконально, и шаг влево, шаг вправо — это расстрел. То есть никто никогда не будет использовать мою информацию, которую я дам, если она будет противоречить инструкциям, которые написаны в мануале. И второе, почему же опять я это не делаю? Да потому что судов LNG с грузовыми компрессорами для повторного сжижения газа очень мало, и также эта информация будет нецелесообразной. Так, давайте разберем, какой же будет план на сегодня. Первый пункт — это будет захолаживание грузовых танков перед подготовкой к грузовым операциям. Второе, это будет лайфхак, как же можно улучшить процесс захолаживания. Я расскажу о своем опыте в этих операциях. И пункт третий, как всегда, это будет небольшой итог сегодняшнего видео. И я расскажу о теме следующего видео в рубрике «Грузовые операции». Я не случайно разделил процесс захолаживания на два подпункта, такие как захолаживание перед грузовыми операциями и поддержание минимального давления в танке во время погрузки судна. Хоть и на первый взгляд эти процедуры практически идентичны, но они очень сильно различаются в плане и теории, что в первом, в захолаживании танка перед грузовыми операциями нам необходимо именно первостепенным понижение температуры в танке и в стенках танка, а следствием уже у нас появляется падение давления в этом танке. А в поддержании минимального давления во время погрузки судна как раз таки другая идет, и другая у нас главная идея — это понизить как можно быстрее давление в танке, и уже это понижение давления будет с собой тянуть падение температуры. Повторяю, эти процессы я считаю разными, и выполняться они будут по-разному. Как мы уже с вами говорили в предыдущем видео, посвященному работе грузовых компрессоров, грузовой компрессор отбирает паровую фазу груза, отбирает энергию у этой паровой фазы груза и возвращает груз уже в виде переохлажденной жидкости обратно в танк. И от того, куда же мы будем подавать эту переохлажденную жидкость, как раз таки и зависит то,
какой процесс будет происходить в танке. Итак, мы с вами занимаемся захолаживанием танка перед грузовыми операциями. И для того, чтобы эффективно захолодить грузовой танк, у нас есть так называемая линия Condensate to Top Spray. Как она выглядит? Линия перед попаданием в танк у нас есть клапан. Он либо ручной, либо автоматический. Допустим, он будет ручной. И сама линия находится по периметру грузового танка. Вот я ее буду рисовать красным цветом. В виде закольцованной либо не закольцованной трубы по периметру всего подволока. И в этой трубе находятся отверстия, через которые жидкость у нас попадает в танк. Я как раз таки говорю, что она не распыляется, а попадает. Почему, вы увидите позже из этого видео. Попадание жидкости в танк, жидкость начинает испаряться, так как температура окружающего пара в танке выше, чем температура жидкости. То есть жидкость испаряется, тем самым отбирает энергию у окружающего этого пара и обратно захватывается компрессором, и опять цикл повторяется. Естественно, если эта жидкость отбирает энергию у окружающего пространства, соответственно, с течением времени и температура в танке начнет постепенно падать. И здесь у нас начинается процесс как раз таки захолаживания стенок танка. Со временем падение температуры потянет с собой падение давления в танке. И этот процесс необходимо будет остановить тогда, когда давление в танке будет равно нулю. Почему? Потому что если мы будем продолжать эту операцию, танк начнет уходить в вакуум, и стенки танка могут сложиться вовнутрь. А это нам, естественно, не надо. Но здесь возникает одна проблема, что может быть давление в танке понизится до нуля, а стенки танков у нас захоложены недостаточно хорошо. И как этого избежать, я сейчас поделюсь своим с вами опытом. И как же можно усовершенствовать эту схему для улучшения эффективности захолаживания танка. Мы можем закрыть ручной клапан конденсатной линии на танке и ждать, пока компрессор набьет всю линию жидкостью. Как мы можем это контролировать? Контролировать мы это можем с помощью мониторинга уровня в collecting vessel. В этом случае expansion valve откроется полностью и будет открыт полностью до того момента, пока мы не откроем наш ручной клапан. Как только уровень в collecting vessel начнет подниматься, мы открываем ручной клапан на танке. И очень быстро вся жидкость, которая находится у нас в трубе и в collecting vessel, попадет в грузовой танк под большим давлением и тем самым распылится на очень-очень мелкое облако. Облако с очень-очень мелкими капельками. Тем самым оно, нагревшись от окружающего теплого газа, быстро испарится и отберет очень большое количество энергии у окружающего пара под подволоком именно. В отличие от того, если бы это была обычная струйка и отбирала бы энергию у всей высоты танка. Как только все это мелкое дисперсное облако переохлажденной жидкости испарится, этот испаренный газ опять же попадает обратно на всасывание компрессора, и цикл повторяется.
И тем самым у нас захолаживание танка происходит с самого верха, чего очень тяжело добиться. И тем самым, как только начинает захолаживаться верхушка, жидкость начинает постепенно, это мелкодисперсное облако начинает медленно-медленно спускаться вниз и захолаживать уже нижние части танка. И когда это облако уже дойдет до низа, тогда только давление в танке у нас опустится до нуля, и нам необходимо будет остановить танк, чтобы остановить захолаживание танка, чтобы избежать его повреждения. В этом случае у нас танк захолодится очень хорошо, начиная с самого топа, захолодится по всему объему, и мы добьемся отличного эффекта. Третий, подытожим, что мы сегодня выяснили. Итак, мы сегодня с вами разобрались, как же происходит захолаживание танка. Выяснили, что есть способ, чтобы добиться максимального эффекта при захолаживании, а именно распылять переохлажденную жидкость под подволоком, что приведет к захолаживанию танка с самого верха. И, как я уже обещал, анонс для следующего видео, мы с вами поговорим о поддержании минимального давления в танке во время погрузки танка. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жду от вас комментарий по поводу этого видео. Может быть, что-то я забыл рассказать, что-то вам непонятно. Оставляйте комментарии, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо за внимание, до скорых встреч.